Для изготовления домика нам понадобятся следующие инструменты и материалы. Это полимерная глина цернит. Я использую цернит белого цвета номер 027. Также для украшения домика я использую полимерную глину цернит разных цветов. Также можно использовать любые цвета, которые вам нравятся. Сейчас я подробнее покажу номера, которые я буду использовать. Также для основания домика я использую полимерную глину цернит цвет капкейк. Также нам понадобятся катеры, катеры сделаны по моему эскизу. Такие катеры продаются в моем магазине. Распечатаны на 3D принтере из экологического материала. Также нам понадобится посыпка для украшения домика. Как делать посыпку я показывала на своем канале. Также нам понадобится стекло, на котором мы будем запекать. Инструменты. Также на моем канале есть обзор инструментов. Все ссылочки я оставлю под видео. Это краска. Также розовая краска. Наждачная бумага. Зернистость 120, суперклей, также нам понадобится сухая пастель, но всего лишь один цвет. Вот такой. Также понадобится жидкая полимерная глина и акриловая краска. Еще я буду использовать перчатки. Я раскатала пласт на пастомашине. И теперь щеточкой делаю текстуру. Кладу пласт на стекло хорошенько его прижимаю и катером вырезаю части домика. Хорошенько прижимаю и аккуратно вынимаю катер. Итак, у нас получилось 6 частей, и я начинаю делать дверцу домика. Дверца похожа на маленькую шоколадку. Я делаю надрезы, но не до конца, и отрезаю лишнюю глину. Теперь я слегка надавливаю, чтобы округлить края. Так делаю с каждой стороны.
и делаю точно такие же надрезы поперек. Получившуюся шоколадку я кладу на домик. Теперь я делаю вазы для маленьких деревьев. Чтобы они получились одинаковыми, я делаю это на одном кусочке глины. Отрезаю лишнее. Теперь очень аккуратно прикрепляю их к домику. Теперь я делаю стволы деревьев. Здесь я использую полимерную глину, которая у нас пойдет на основание. Полимерную глину Cupcake. Теперь из зеленой глины я отрезаю 2 кружочка. И с помощью иглы я придаю текстуру. Круговыми движениями взрыхляю, получается такая вот объемная пушистая деревце. И аккуратно, чтобы не повредить текстуру, кладу на домик. Украшаю деревца с помощью розовой глины маленькими кусочками. Из маленького шарика делаю ручку для двери. Теперь я делаю радугу. Катаю ровные колбаски. И прикрепляю друг к другу в форме радуги. Отрезаю лезвием и аккуратно переношу на домик. Формирую 2 маленькие точки.
С помощью инструмента делаю бока тучки. И аккуратно прикрепляю к радуге. Немного сглаживаю края. И теперь я буду делать травку. Отрезаю длинные треугольнички и прикрепляю к фасадам домика. Немного взрыхляю основание. И начинаю делать цветочки. Катаю шарик и разрезаю его на 5 ровных частей. Теперь с помощью дотса формирую лепесточки. И вкладываю маленькую серединку. Отрезаю лишнюю глину. Наношу немного жидкого клея. И приклеиваю цветочки. Итак, готово к первому запеканию. Запекаем в духовке 25 минут. После того, как изделие остыло, рисуем глазки. Используем черную краску и дотс. Розовой краской делаем щечки. Иголочкой рисуем ротик. Убираем лишние части, а фасад домика запекаем снова. Нам достаточно будет 5 минут. С помощью наждачной бумаги я убираю излишки глины по бокам домика.
С помощью суперклея приклеиваю части домика друг к другу. Теперь мы делаем пряничное основание для домика. Раскатываем пласт и делаем текстуру глины. С помощью сухой пастели подкрашиваем глину. Еще раз придаем текстуру, убираем лишние кусочки. И теперь переворачиваем пласт и кладем его на стекло. Аккуратно, чтобы оно приклеилось к стеклу. И опять придаем текстуру. С помощью каттера вырезаем основание. И еще раз тонируем пастелью. Слегка отпечатываем домик. Чтобы можно было увидеть, куда приклеить посыпку. Наносим жидкую полимерную глину. И посыпаем посыпкой. Лишнюю посыпку мы уберем. Теперь смазываем края домика и приклеиваем его к основанию.
Также у меня заранее заготовленный единорог. Мы тоже его приклеиваем к основанию. Как сделать такого единорога, у меня есть видео на канале. Запекаем 20 минут. Делаем крем для домика. Жидкая полимерная глина, смешанная с акриловой краской. Краска должна быть не слишком жидкая, чтобы при запекании она не стекала с крыши домика и не испортила вам весь домик. Если вы сомневаетесь, жидкая краска или нет, то лучше ее на время оставить. Она немножко загустеет и можно будет ее наносить. Также можно нанести ее и еще немножко оставить именно уже на домике. Нанесли краску и посыпаем посыпкой. Лишние кружочки у нас опадают сами. И поправляем аккуратно все кружочки, немножко придавливая пальчиками. Еще раз нам необходимо наш домик запечь. Через 20 минут домик готов. Когда домик остынет, его можно будет покрыть лаком. Я надеюсь, мое видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, я буду очень рада. И я буду готовить для вас другие видео, не менее интересные. Спасибо вам большое за просмотр и до новых встреч. Пока!